Всем бодрого дня, 4К 60 FPS, фронталка Samsung S23 FE. И сегодня вы увидите, каким образом снимает данный смартфон в реальных условиях обстановки во время поездки в Сапа, Вьетнам. И меня зовут Саня, основной канал. Сделаю, разумеется, обзор одним кадром, но пока вот такое вот вступление. Я не знаю, точно у меня получится этот ролик сделать. Надеюсь, аудио не будет выпадать, никаких дополнительных микрофонов. Только хардкор, только 4К 60 FPS, поездка, прогулка на 2 дня. Для вас это все будет максимально быстро. А самое главное, вы увидите, как в различных условиях обстановки Samsung вывозит по камере. Подписываемся на канал с колоколом, смотрим. Ну и автобус. Вот такой. И смена автобуса. Нет, наушники подключены к другому смартфону. Автобус внутри, конечно, крепится. Теперь клип. Вот так выглядит автобус для поездки вдаль. Кратко внутри все это будет выглядеть вот так. Ноги помещаются в дырку. Сейчас включу подсветку. И там много людей. Не будем им мешать спать. Идея норм. Чтобы я постоянно не проговаривал, пока я еду в Сапа, все в 4К 60 FPS, это фронталка. Вот такая первая остановка, она на 15 минут, притом туалет, вот такая вот магия. И здесь, разумеется, можно что-то купить. Уже рассеянный свет повеселее. Напоминаю, что все фотки в моей личной телеге сможете скачать. Выглядит, конечно, грустно, когда все в тумане. Взял я в прошлой вашей, по-моему, записи и обманул, там было Full HD 30 FPS. Это 4К 60 FPS, вот такие блинчики выходят в сумме, получается, в где-то 140 рублей. Их прямо здесь готовят. И вот такая водичка, точнее лимонад, вместе с 2 бутылками воды выходит по, получается, 160 рублей. И туалет. В общем, такие цены прям удивительные, я бы сказал. Курортные. 4К 60, не буду говорить, блогинг дело неблагодарное. 90% спят, ты идешь, вот он, Fallout вам. Ощущаете? Только зелени немного. А так, что-то здесь кто-то пытался построить, но что-то как-то не получилось. Остановка. И уже погодка получше. Тоже час дня, получилось за 5 часов. Доехали мы благополучно на автобусе в Сапу. Я, оказывается, купил хайкинг-тур. Об этом я не знал. Это все не важно. Важно то, что здесь лучше не смотреть в окно, потому что как раз те новости, когда падают автобусы, это вот про это место. Потом я вам подсниму, кому не страшно будет. Ну и вот, скорее всего, мы пойдем. Минут неведения, и черный минивэн приехал за мной. И я добрался до отеля, точнее меня сюда привезли. Вот это выглядит плохо, но в целом вроде бы он норм. Здесь их много, очень много, несколько тысяч. Вот так. Внутри эта штука шли. С одной стороны, с другой стороны интересно. То есть вот так все это будет внутри. И чтобы вы понимали, смотрите, качество, кстати, нормальное, без дополнительного освещения. То есть это все 24 тысячи, это $1. То есть все почти $1, кроме какого-нибудь там Липтон, даже Липтон чай. Черного кофе только 1,5. Но опять же, так что ничего удивительного, пацаны. Блюдо, что дали, это картофельный суп. Очень даже вкусный. Странно. Выглядит намного хуже, чем на вкус. Вот так. 4К 60 FPS, вот такая вот штука будет едой у вас, картофельную. Ну что, вот такой вот отельчик. Непонятно, почему у меня 2 кровати, ну и ладно, я не особо расстроен. Кондиционер есть, вентилятор есть, вода есть, зеркало есть, и даже есть окна. И люди. Вот так. Ну что, в целом 20 минут уже ждем, не чтобы выдвинуться в поход, но пока не выдвинулись. И это все еще Samsung. Так что, если вам говорят к 30 минутам, не факт, что вы куда-то пойдете, к сожалению.
4К 60 FPS. И вот так можно будет ехать уже в автобусе. Довольно приличном таком. На первый travel сегодняшний. Будет еще завтрашний. Видите, здесь, я думал, телевизор. А ну вот, посерединке есть. Такие вот виды, когда ты едешь в городе. Как мне сказали, лучше ехать в августе или сентябре, но выглядит все это бомбезно. Я думаю, таких видов еще вы увидите много. Такая прелестная зелень практически везде просто, где бы ты ни остановился. И еще и разные архитектурные штуковины они строят. Сюда вас привозят, чтобы потом осуществить прогулку. Опять же, если вы на 2 дня. Ну, выглядит все так эпично. Silent Hill, только красивый. Потом вас куда-то ведут, чтобы вы погуляли километра 3-4. Никаких серьезных восхождений, конечно же, нет. Но весело. Даже слегка экстремально. Вот такая штука, по сути, это и есть парк для прогулок. Вот такие прогулки уже над застраиваемой площадью. Выглядит все очень классно. Миллиард просто моментов, где можно фоткаться. 4К 60 FPS, вот такие виды здесь открываются. И это без, получается, солнца. То есть здесь у нас туман, туманище. Красиво. Сразу живность, и не для туристов, а чтобы питаться, скажем так. Но даже в деревянных лачугах мы видим, что правильно, кондиционеры. Цивилизация приходит вместе с туризмом. Ну что, кто соскучился по курочкам, их здесь много. Немного фронталки, в месте, где миллиард фотографий народ делает, а потом их кропает и постит. И каждые 15 метров, разумеется, просто бешеное количество магазинов с национальными одеждами. Выглядит все, кстати, классно, очень классно. И самое главное, много, просто безумное количество. 4К 60 FPS, и понятно, что вам 500 тысяч раз повторяю, но кратко, я никогда не видел столько магазинов. Наверное, в Китае только столько же. В основном так много магазинов, не знаю, даже на Праге меньше торговых точек. Притом товары, хотя и перехлестываются, но не сказать, что они у них одинаковые. Очень странные дела. Вот такие вот инсталляции здесь есть. Их здесь просто море. Чтобы фотографироваться просто до упора по полной программе. Вы понимаете, да, вид, что даже если здесь погоды толком нет, все равно фотки просто нереально шикарные. Как говорится, количество локаций для фото просто беспредел по полной. Фотки, 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 фотки. Еще немного живности для колорита. И вот так вот можно улететь вниз отсюда. Как говорится, много всего. И 4К 60 FPS. Еще одни шикарные виды. Давайте я попробую показать вам, как можно зумить на этом аппарате. Это X10. Так делать нельзя. Лучше подойти и снять, как вы поняли. X4, по мне, лучше тоже подойти и снять. 4К 60 FPS, обожаю такие штуки. Кстати, фокус как-то он долго ловил. Повторяюсь, протерт. Палка. Очередная вот так. 4К 60 FPS. Много петухов. Вот так делают сумки здесь. Все handmade. Вот так люди живут. И живут они внутри в маленькой комнате. А вот это уже выглядит прям вживую эпичненько. Я не про еду, я про вот там маленький водопадик и воду. Очень классно выглядит. 4К, как всегда. Безумная красота, конечно. И вот так, если вы в движении будете что-то снимать, понятно, что большинство это будет делать вертикально 10 секунд. Вот это вы сможете снять. Эти фрукты реально выглядят как не настоящие, но они настоящие.
смотрите, даже потемнение где-то. Вот так. Вроде водопад, там, не знаю, метров 15, а локация просто бомба. Ну и здесь побольше, наверное, водопад, наверное, метров 25-30, может даже 50. Хотя, может, это даже водопадом не считается. Народ здесь перепрыгивает. Вот такие виды. Вот здесь какое-то еще и шоу. И еще и можно на лошадях фотографироваться. Вот так вот выглядит, получается, представление в этой локации. X. Вот эта машина там для чего-то там, для какой-то еды. Просто нереальное место для видосов. Все встают туда и потом фоткаются. В личке можете посмотреть. И еще 4К 60 FPS. Вот так. Все красиво. Вот как ложатся облака на горы. Выглядит, конечно, эпичненько. Фронталка. Ну а теперь прям ночь-ночь, туман. И в 4К 60 FPS вы сможете снимать свою дорогу к автобусу. Вообще грамотно сделано. Ты спускаешься, один раз платишь 30 центов, 40, чтобы доехать до одного участка, потом до другого еще 40. Или пилишь пешочком. Вот в таких вот условиях. И не каждый пойдет, разумеется, потому что довольно высоко и довольно опасно. Гоняют здесь, конечно, люто. Покруче, чем в Бангкоке. Но, наверное, на уровне нашего Кавказа. Но все-таки на Кавказе более агрессивная езда. И дороги пострашнее, чем это. Видите, здесь даже какие-то есть оборки. Бортики. Пусть даже минимальные. Вот я таких оползней море, кстати, видел. И не только здесь. Вот такая вот тема в горах. Аккуратнее все, если поедете. 4К 60 FPS и еще чуть-чуть еды. Не ведитесь на красоту. Ужасная вообще обстановочка. Поспал я с, мне кажется, животными какими-то, которые меня кусали. И всю ночь, помимо этого, бибикали машины. Радует, здесь можно получается не только то, что тебе дают, но вот так, 4К 60 FPS, еда утренняя. Можно еще всяких соусов накидать, но не факт, что это будет съедобно. День второй. Все едут, идут куда-то там. Туманно, где-то там вода, но в целом погода комфортная. Достаточно к нам на север один разок скататься, чтобы понять, что здесь мечта. Заполярье. Вот там тяжело. Здесь так. Просто всегда облака в городе. Вот так здесь носят детей. И вот такой здесь туман. Хотя это не туман больше, а просто облако. И вот такие вот будут 12 километров серпантины и тумана. То есть это не марш бросок на 50 километров полной выкладки. Но погулять есть где. Но, как говорится, будем честны, такой себе хайкинг, когда у тебя вот такая дорога. Вся вылизанная, утрирована. Специально для туристов. 4К 60 FPS. Silent Hill продолжается. Выглядит все лучше на экране, мне кажется, чем в жизни. В жизни просто прогулка где-то и все. Единственное, туман. Немного народ ушел направо. Мы ушли налево. Окей. А вот веселье начинается. Уже начинаются легкие подъемы. И дорога уже больше похожа на дорогу,
Для людей, а не для машин. 4К 60 FPS. Продолжение банкета. Вот это уже выглядит веселее. Здесь, конечно, при желании после какой-нибудь лютой вечеринки можно и убраться. Вот такая вот дорога. Аккуратненько. И я уже чуть не растянулся здесь, кстати. Вот такая вот мини-помощь. И еще немного полей рисовых. Еще немного бамбуков и злых собачек. Виды, виды, виды. Ощущайте. Вот такие виды. Фотографируюсь и не могу и не хочу. Вот нехорошо ему там. Или наоборот хорошо. Гуляет. Вот это уже больше начинает походить на хакинг. Прогулочка. Наверное, во время дождей вообще не весело. Только в резиновых сапогах гулять, как и местные. А не в кроссовочках. Углы меняются, вид остается тем же. Продолжение спуска. Уже прям виды. Мне кажется, так много людей с нами идет, потому что кто-то ноги ломал, а потом их надо было таскать. Немного живности с иксами. X10. Это уже было слегка похоже на тропу какую-то усложненную. И еще немного облаков. Совсем немного ультраширика 1080p 30 fps. Вот так здесь для вида. Ладно, давайте объективно. В Ленобласти можно также походить в Шлиссельбурге где-нибудь на дачах. Точно такие же тропинки, даже покруче будут. Бамбук. И вот такой вот вид с моста. Притом ручки не трогать, они падают. То есть они здесь для вида, прям для вида. Но вид шикарный по мне. Если остановиться, еще и плавненько повести. И потом можно еще нарезочки всякие делать. И вот так 4К 60 FPS на фронталку. Без всяких водичек громких. И основная камера. Тоже много водичек. Речушка, облака. Облака не такие явные, то есть вы видите выше контраст у неба. И вот так. Наконец вышло солнце, чтобы подснять все это дело. Кстати, не так, получается около, наверное, 2 часов прогулки и все. Дальше поесть, потом час обратно, плюс-минус. В целом, кто угодно сможет осилить подобный маршрут. Вот такой вот черный кофе. Еще чуть-чуть финальные аккорды. Солнышко вышло, и, конечно, виды просто нереальные. Финализируемся. 4К 60 FPS, бегу на автобус. Ну и финал пути в автобусе. За какое время я вам потом скажу. Ну и финализировать бы хотелось на фронталку. Итого я съездил в Сапа, получается, на 2 дня за $65. Снимал на Samsung S23 FE 15 Pro Max. Прогулки. Просто ехать для того, чтобы понафоткать всего чего, потому что все остальное там дороже. Кому интересны бары, там тоже баров, веселух много, но не в этот сезон. Если говорить про смартфон, хотелось бы лучше, но что есть, то есть. В принципе, неплохие результаты у камеры, по мне. Не забываем прожать лайк, написать в комментариях, чтобы я продолжал такие штуковины, потому что обзор одним кадром хорошо, и он на S23 FE будет, разумеется.
Но такие travel штуки тоже показывают вам, на что в принципе способна камера. Где-то не очень приятно для нее. Понятно, лучше бы таскать с собой стабилизатор с одной стороны, с другой стороны неохота его таскать, я его и не таскал. И в целом, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться с лайком, написать в комментах «продолжать». И подписаться на телегу скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Основной канал Польза.нет, уже 427 тысяч подписчиков лайв для души, как говорится. Исходники фото в бешеном количестве в моей личной телеге. Тоже подписываемся, качаем и смотрим. Samsung падает по продажам, но нам от этого только лучше. Почему? Потому что выгоднее можно купить. Хотя тормозит он, если честно, не на свои деньги. Вот подтормаживает систему прям противно. И фотки очень часто неудачные получаются. Всем добра!